Друзья мои, всем салют! Сегодня я с вами хочу отправиться на пляж. Мои друзья раскиданы по всей нашей большой стране и миру. И сегодня я решила вам показать немного нашего Балтийского моря. Кто еще здесь не был, но я знаю, что очень бы хотел. А заодно поучиться снимать и монтировать видео. Как многие из вас знают, я живу в Калининграде. А это значит, что спонтанная поездка на море стала доступным и довольно привычным делом. Сегодня у нас обычный выходной и отличная августовская погода. Поэтому вместе со всеми мы дружно стоим в длиннющей пробке из города, стоя в которой я, собственно, и придумала снять это видео. Говорят, раньше таких заторов на дорогах к морю не было, да и буквально около 4-5 лет назад я тоже, честно говоря, такого не помню, но теперь многое изменилось. Калининградские курорты стали более популярны. Область этим летом посетили уже свыше 1 миллиона туристов, а по данным ожидается и 2 миллиона. Как итог, многие участки дорог с таким автопотоком просто не справляются. Основные трассы области отстраиваются, становятся шире и удобнее, но многие дороги построены еще немцами до войны, и, как полагается немецким дорогам того века, они довольно узкие и, конечно, знамениты своими придорожными аллеями каштанов, дубов, кленов невероятной красоты. Практически во все времена года по этим дорогам ты едешь словно по тоннелям из зелени, а зимой как будто по лесным коридорам. По дороге мы проезжаем множество населенных пунктов. В целом, дорога до основных популярных морских мест от Калининграда занимает примерно от 30 минут до 1,5 часов. До нашего места сегодня мы едем примерно 1,5 часа. А это милейшие сеновалы. Так классно проводить там фотосессии. Мусор в контейнер, совесть чиста. Такая табличка встречает отдыхающих в поселке Донское. Здесь до берега нужно пройти через красивейший лес, которым покрыты морские склоны. Склоны в подобных бухтах довольно крутые, и для спуска к морю я советую лучше не рисковать собой и, собственно, самими склонами, ведь они осыпаются, а воспользоваться специальным оборудованным спуском чуть дальше, но тоже безумно красивым, расположенный над лесным обрывом, будто мы находимся в горах. И здесь есть металлические лестницы и забавные лестницы из колес. Здесь спускается и поднимается больше отдыхающих, особенно в хорошую погоду, естественно, но это оптимально. И вот мы на пляже. Как видите, отдыхающих немало, несмотря на то, что это не самый популярный пляж Янтарного берега. Кто-то строит замки из песка. Мой лайфхак всегда – это идти намного дальше от любого главного пляжа. Можно найти прекрасные, практически безлюдные места. Мы находимся в районе мыса Таран, который раньше назывался Брюстерорт до 1964 года, и на котором расположен самый западный маяк нашей страны.
Я больше люблю фотографировать в золотые часы, это предзакатное и закатное время. Всегда жду эти моменты, обожаю это время. А пока можно загорать и пить чай. Кстати, приятное открытие. В магазинчике на остановке поселка Донское готовят восхитительные пирожки, салатики, вкусный кофе и даже супы. Балтийское море прекрасно и, безусловно, имеет свою изюминку как в его тихие, так и бурные дни. Но нужно сказать, что всегда необходимо помнить о законах природы и безопасности отдыха с купанием в море. Как пример, сегодня днем волны были довольно сильные, и нырять в такие волны – настоящее развлечение, но плавать при таком течении сложно. Однако море коварно и в те моменты, когда будто бы затихает. Когда течение особенное на море, это можно заметить. В новостных пабликах уже к вечеру этого дня сообщалось о нескольких погибших в море. А все потому, что на море возникли отбойные течения. Они еще называются разрывными, тягунами или рипами. Они утаскивают в море под прямым углом от берега, по своеобразному коридору, по которому пригоняемые волнами большие массы воды с огромной скоростью и силой возвращаются назад в море. Я думаю, что в море многие испытывали это течение на себе, оно бывает разной скорости. И если уж начало уносить, то главное знать механизм этих течений и никогда не двигаться против него. Плыть только вдоль берега и туда, куда дует ветер, чтобы выплыть из этого рипа и не потерять силы. А тем временем мы дождались закат. Ура! Поистине золотой час. Любимое время фотографов. И вот мы медленно провожаем солнце и желаем ему спокойной ночи. И одновременно приветствуем прекрасную луну.
Надеюсь, это видео балтийских волн и заката на Балтике под мои рассказы об отбойных течениях вам подарило немного релакса. Вот такой денек, вот такое Балтийское море, друзья. Всем удачи и до встречи!